Киевская гидроэлектростанция повреждена, и эта новость меняет все, что мы знали о боевых действиях в Украине. Прямо сейчас мы наблюдаем с тобой то, как военный конфликт в Украине может радикально измениться и перейти в новую фазу. В этом видео ты узнаешь, как удар по Киевской ГЭС изменит ход войны. Подписывайся на канал, а я продолжаю. Понимаешь, дело в том, что в украинско-российском военном конфликте многие процессы предрешены задолго до их возникновения. В кругах российских и украинских политиков есть некие договоренности, переступать которые нельзя. И именно потому мы долгое время не видели атак украинских солдат на территорию России и даже массового разрушения украинской инфраструктуры со стороны России. Это странная война, при которой враги могут смело вести даже бизнес между собой, что подтверждает транзит русского газа через украинскую территорию. Однако сейчас мы видим, как эти странности разрушаются, а военный конфликт в Украине набирает больший размах. Вход украинцев на территорию Курской области вызвал ажиотаж в интернете, а также рост напряженности между Россией и Западом. У русских людей возникло недовольство тем, что украинцы вторглись в Курскую область. И в ответ на это, как я считаю, вооруженные силы Российской Федерации организовали ракетную атаку на город Киев в ночь на 26 августа 2024 года. Одной из этих целей стала Киевская гидроэлектростанция. Туда прилетело минимум 2 ракеты, одна из которых попала в нужную цель. В результате станция получила массовое повреждение, а если верить киевским телеграм-каналам, то после атаки русских на Киевскую ГЭС в городе участились отключения света. Ракетная атака 26 августа задела также Одессу и запад Украины, нанеся там значительный ущерб энергетической инфраструктуре. И как бы лицемерно это ни звучало, но атака на Киевскую ГЭС была самой важной из всех, что случились в ту ночь, потому что до этого российские власти пусть и совершали ракетные налеты, но почти никогда не выбирали гидроэлектростанции главными целями. Теперь же ситуация поменялась. Электроэнергия, добываемая путем гидроэлектростанций, является самой дешевой и легкодоступной в Украине. Данная электроэнергия может быть в 3 раза дешевле энергии с атомной электростанции, которая является основной для Украины. Также подобные ГЭС позволяют создавать на них специальные мосты для удобной перевозки войск на противоположный берег реки. Сама Украина разделена огромной рекой Днепр на 2 части. Днепр — это 3-я по размерам река в Европе, и мосты через Днепр являются важными артериями, благодаря которым снабжаются войска под Харьковом, на Донбассе и даже под Курском. Если эти мосты разрушить вместе с гидроэлектростанциями, то в Украине не просто наступит энергетический кризис. Тогда под угрозой российского вторжения сможет оказаться весь левый берег Днепра Украины, на который украинская власть уж никак не сможет перебросить огромные войска в случае уничтожения мостов, ибо понтонные переправы, которые придется наводить через Днепр, не смогут перевозить огромное количество войск в сжатые сроки. А если учитывать и то, что основные предприятия, население и экономика давно перекинулись на западную часть Украины, то в случае, если русские уничтожат все мосты через Днепр, то левобережная часть Украины окажется огромным котлом для украинских войск. Произойдет это, конечно, не сразу, и русские будут месяцами истощать украинскую армию на левом берегу массированными бомбардировками. Однако рано или поздно русские добьются того, что Украина будет разделена на 2 части, а на левом берегу Днепра невозможно будет не то что еды найти, а и использовать новейшие технологии наподобие Старлинка, ввиду отсутствия электричества. И то, что я сейчас тебе говорю, не является каким-то новым планом ведения войны или выдумкой. Про то, что я тебе рассказываю сейчас, уже несколько лет повторяет российский военный обозреватель Михаил Ануфриенко, которого удивляет то, что русские войска до сих пор не перешли к подобным действиям и почти не трогали мосты через Днепр. Тем более, по словам Ануфриенко, мостов через Днепр не так уж и много, и для их уничтожения потребуется намного меньше затрат, чем от одной ракетной атаки по нескольким городам, которые Россия проводит регулярно. Восстановить подобные мосты будет дорого стоить для украинской власти, а иногда в случае повреждения мостов приходится даже заново переделывать этот мост, а река Днепр довольно широкая. Не забываем также и о коррупции в Украине, которая замедлит процесс восстановления, и получим реальную угрозу для украинской армии. При этом Ануфриенко считает, что для воплощения подобного плана в жизнь даже не придется полностью уничтожать гидроэлектростанции и подвергать большой угрозе жизни сотни тысяч человек, которые проживают недалеко от этих станций. Достаточно лишь повредить некоторые участки определенной гидроэлектростанции, чтобы по ней не смогли ехать украинские войска. И на моем видео ты сейчас видишь Киевскую ГЭС, которая как раз была повреждена таким образом, что по ней невозможно проехать на левый берег Днепра, но при этом данная гидроэлектростанция не представляет угрозы для мирных жителей. В этом случае войскам Украины, чтобы перебраться на левый берег Днепра, придется использовать
понтонные переправы через Днепр, либо другие мосты в Киеве, нагружая украинскую инфраструктуру. И потому передислокация воинских частей Украины может растянуться на недели, что очень критично для фронта, особенно когда украинская сторона конфликта испытывает нехватку личного состава. Возможно, между Россией и Украиной были какие-то тайные договоренности, о которых мы не знаем. Однако удар по Киевской гидроэлектростанции может символизировать их конец. Да и теперь ты понимаешь, что Киевская ГЭС действительно может сильно поменять ход конфликта в Украине. Да и по сути, если Россия оттеснит войска Украины за Днепр, то она выполнит одну из своих главных задач в ходе конфликта, а именно обезопасить свою территорию от атак Украины и создаст естественный барьер в виде реки Днепр. Нам известно точно, что энергетическая инфраструктура Украины будет уничтожаться, и это серьезно повлияет на благополучие украинских граждан. Но будет ли Россия уничтожать мосты через Днепр, еще непонятно. Да и план подрыва мостов через Днепр, о котором я сейчас говорю, имеет свои недостатки. Например, если Россия каким-то образом сможет продвинуться на всю территорию левобережной Украины, то ей придется оставить огромное количество войск для удержания контроля над украинскими территориями. Украинцы во многом не лояльны к русским и могут начать партизанские действия, если Россия не будет контролировать ситуацию. Конечно, Россия может назначить полицию из местных жителей или бывших украинских военных для лучшего контроля над регионами, ибо такая практика уже проводилась на территории Запорожской и Херсонской областей. Однако несколько сотен тысяч человек из армии России придется оставить на этих территориях как гарнизон. Также еще одна проблема будет заключаться в том, что делать с украинскими частями на правом берегу Днепра, которые могут совершать высадки и истощать русские войска. Да и кто давал гарантии, что русские войска смогут так далеко продвинуться? Конечно, расстояние от Сумской области, которая граничит с Россией, до реки Днепр по прямой на одном из участков фронта составляет 200 километров, что довольно мало. Но это еще не значит, что русской армии будет легко продвигаться. Возможно, украинская власть понимает данную проблему, так как строит укрепления в Сумской области. Однако планы России останутся для многих тайной на ближайшие месяцы. План боевых действий, который долгое время выдвигает Михаил Ануфриенко, довольно интересный. И я хочу, чтобы ты написал в комментарии свое мнение по этому поводу. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!